Человеческой глупости ведь нет предела. Не зря говорят. Думая об одном, мы потихоньку забываем о самом важном. Мы часто начинаем что-то делать не обдумывая или не додумывая, потом начинаем жалеть о сделанном. Мы спешим, часто торопимся. Хотим быстрее, быстрее, побыстрее все успеть, побыстрее въехать в дом, побыстрее вселиться, обжиться. Неважно, что там где-то накосячили, что-то не так сделали или где-то не доглядели, ничего страшного, успокаиваем мы себя. Сойдет и так. Мы не думаем о нашей семье, о наших пожилых родителях, не строя комфортную лестницу в нашем доме. Мы не думаем ни о чем. Нам некогда думать, нам нужно быстрее построиться, чтобы быстрее заехать, и все. Но ведь по сути главная наша цель – не построиться, как прораб или строитель, которые быстрее хотят закончить объект и перейти на новый. Главное – это комфортное проживание в этом быстро построенном нами доме. А какое оно будет? А как я потом буду там жить? А как этот дом мне обслуживать? А комфортно и тепло ли мне в нем будет? Или да так сойдет? Тише едешь, дальше будешь. Золотой смысл этой пословицы. Надо иметь терпение всегда и во всем, включая строительство дома. Он обязательно будет. Думая об одном, мы потихоньку забываем о самом важном, о самом главном в нашем будущем доме, о нашем здоровье и здоровье наших детей. Я всегда, всю стройку об этом думала. Но почему-то именно в этот день, в этот период, видимо, уже от усталости, этот фактор у меня вылетел из головы, и я чуть было сама своими руками, а главное, за свои же деньги, чуть все не испортила. Вроде бы как-то в голове сложилось все элементарно. Постелил утеплитель, развел трубы и залил все стяжкой. На каждом шагу в нас толкает рекламу теплых полов. И подсознательно уже сложился стереотип. Так и надо делать, так делают все. Причем, когда в последнее время я стала посещать монтаж теплых полов других застройщиков, у всех как один. Принцип один и тот же. Утеплитель плюс трубы плюс стяжка. Как попросили, так и сделали, как говорится. Клиент же всегда прав. Так и себе, в принципе, я захотела сделать. Причем даже настояла: утеплитель экструдированный пенополистирол под стяжку обязательно. И сама, того не замечая, стала зомби ходячей рекламы данного утеплителя. Все, друзья, по итогу у нас просто лежит утеплитель, пенополистирол на полах, на всей поверхности. Это должен быть пенополистирол плотностью 35 кг на метр кубический. Толщина на первом этаже чем больше, тем лучше. Вы используете 10 сантиметров. Вообще красавчики, молодцы, класс. Наша верная и добрая бетономешалка. Мы купили ее бэушную за копейки. Дом подняла человеку, молодец. И перешла уже к нам в руки за очень недорогую цену. Я никогда не забуду этот ее звук каждый день с утра до вечера, все лето, даже весну и осень. Она ежедневно крутилась, крутилась. Все стены, все армопояса, оконные дверные перемычки, везде она. Без нее просто никак. Незаменимая палочка-выручалочка на стройке. После того, как теплые полы были готовы к заливке стяжки, бетономешалка взяла и сломалась. Устала, видимо, и неудивительно. Второй дом поднять, а может и третий, неизвестно. Я безумно рада, что она сломалась именно в этот момент и не дала залить раствор на этот самый пол. Как будто какая-то преграда. Постойте, не делайте этого, исходило от нее. В результате заливку раствором пришлось отложить. Стены от свежей штукатурки постепенно просыхали.
Но конденсат еще немного оставался. Для хорошего просыхания стен было решено в комнате включить водяные теплые полы, почувствовать тепло труб будущего пола. Мы подключили теплые полы как дополнение к радиатору и стали дальше заниматься своими приятными домашними хлопотами. В доме всегда какие-то дела. Посидеть в телефоне или в интернете времени совсем не остается. А куда там? Пока воды наберешь, пока покушать приготовишь, уберешься. Хлопоты. Домашние хлопоты всегда в радость. Это наша жизнь. Наступила ночь. Примерно в 4 часа утра я проснулась по непонятным мне причинам. Какая там бессонница, я не знаю, что это в принципе, особенно проживая в загородном доме. Запах свежего соснового воздуха просто с ног валит к вечеру. Какая там бессонница? Ее никогда не было. А здесь в доме всегда глубокий и крепкий сон. Но тут я неожиданно проснулась, открыла глаза, в окно как раз светила луна. Да так красиво, что я даже пыталась ее заснять на видео. Какая красивая лунная ночь. Но качество телефона не давало запечатлеть всю ночную звездную красоту. Пролежав всю ночь, я так и не смогла уснуть. Утром невыспанная, я, как обычно, поехала по делам. И уже ближе к обеду, находясь в доме, я точно поняла, что со мной что-то не так. С каждым часом пребывания в доме становилось все хуже и хуже. Я не понимала, что происходит. Сначала кружилась голова, подташнивала, думала, может, съела не то. Затем началось жжение слизистой оболочки рта и языка, а к вечеру уже и само горло. Я не являлась аллергиком, но плохое состояние не давало покоя. Причем мне становилось в доме все хуже и хуже. Не выдержав этого состояния, я рассказала все мужу. И уже после 6 вечера я вышла из дома на улицу, и обратно заходить в дом я уже не могла, так как мне было там очень плохо. На улице, надышавшись свежего воздуха, более-менее приходила в себя. Пришлось идти в бытовку, и уже там мы стали думать, что же все-таки случилось. Стали искать причину моего ухудшения состояния здоровья. И мы сразу поняли, что ухудшение началось после того, как мы смонтировали теплый пол и к вечеру его запустили. Муж сразу побежал в комнату и выключил всю систему. Везде в доме пооткрывал окна и двери на проветривание. Когда я открыла интернет и стала читать информацию, я была просто шокирована от того, что там про него было сказано. Наталья Константинова возглавляет сектор строительных материалов и ежедневно сжигает десятки образцов. Но результат у всех одинаковый. Пенополистирол относится к группе легко воспламеняемых и высокотоксичных материалов.
Во время теста ясно видно, что материал не начинает гореть, он просто плавится. Вредные газы, которые могли бы возникнуть, соответственно, не возникают. Такой противопожарный самозатухающий сорт полистирола рекомендуют использовать в строительстве. При утеплении домов важно, чтобы технологии соблюдали и строители. Полистирол применяется в сэндвич-панелях. Стена таким образом является изолирующей конструкцией. Пенополистирол не соприкасается с батареями, кондиционерами, проводами. Словом, материал удален от источников тепла. Полистирол – продукт полимеризации стирола, винилбензола. Пенополистирол при нагревании уже сильно начинает выделять стирол. Пары стирола канцерогенны, раздражают слизистые оболочки. Экструзионный пенополистирол, ЭКС, ЭПС – экструдированный пенополистирол. Это синтетический теплоизоляционный материал. Представители и сторонники пенополистирола заявляют, что якобы пенополистирол состоит не из стирола, а полистирола, самого безопасного вещества, из которого производят также упаковки, стаканчики и тому подобное. Даже заявляют, что британский рейтинг БРЕ присвоил пенополистиролу высший класс экологичности А с плюсом. Однако лучше мне в доме от этой информации никак не становилось. Более того, изучив статью глубже, может, он состоит из безопасного, по их мнению, полистирола, но, открыв статью про состав ЭППС, черным по белому указано. Сейчас много производится из пенопласта, заявляют многие сторонники пенополистирола. Однако еще совсем недавно велись споры про вред пенополистирола в пищевой промышленности. Роспотребнадзор и Росприроднадзор были намерены запретить использование полимера полистирола в пищевой промышленности. Его используют для производства различной упаковки. И еще совсем недавно начальник управления государственного экологического надзора Росприроднадзора Наталья Соколова заявляла: сам по себе полистирол для здоровья не опасен, но при взаимодействии с алкоголем или горячей, а также кислой продукцией он становится токсичным канцерогеном. Запрет должен учитывать экономические последствия. Не исключено, что альтернатива пластику может влететь в копеечку. Некоторым оценкам в России ежегодно производится несколько миллионов тонн пластика. Слишком уж материал дешевый и удобный. Но, похоже, приоритеты, в том числе и у предпринимателей, меняются. Запрет на посуду из пластмассы уже анонсировали в Евросоюзе. Он вступит в силу в 2021 году. Да и в целом, больше половины государств мира либо уже ввели, либо рассматривают возможность введения аналогичных ограничений. Но вернемся к нашим теплым полам. Процесс полимеризации стирола обратим. Это значит, что под влиянием света, кислорода, воды, механических воздействий тепла будет постоянно происходить процесс разложения с выделением стирола. Его микродозы, накапливаясь в организме, могут нанести вред здоровью. При температуре выше 210 градусов пенопласт был способен самостоятельно поддерживать поверхностное горение и распространять огонь. Именно поэтому для производства строительного отделочного пенополистирола в него используют антипирены – вещества, сдерживающие воспламенение и распространение пламени. Если его нагревать
при ограниченном доступе воздуха, то образуется фосген. Из-за того, что туда антипирен добавлен. Вот это вещество, которое предохраняет от возгорания. Но фосген – это смертельно. Это газовая камера получается. Да хуже еще, чем газовая камера. Нужно помнить, что стирол может выделяться при нагреве, поэтому пенопластом лучше утеплять места, которые не будут сильно нагреваться. Опять же, вспоминается тот факт, у нас везде, на строительных форумах и в интернете доказывают, что теплые полы – это единственный источник отопления у них в доме. То есть при минусовом морозе просто увеличивать температуру теплых полов. И про вред ЭППС они, видимо, даже не догадываются. Как вы построили и согласовали ваш дом из пенополистирола? Каким образом вводят в эксплуатацию дома из панелей с использованием запрещенного материала? Как вы будете жить в нем после того, что я расскажу вам про пенополистирол? Вам мыши в стенах покажутся цветочками. Кстати, электропроводка является в 90% случаев причиной пожара. Это нужно знать. А когда проводка просто корротит и нагревается, происходит тоже выделение фосгена в стенах, но уже в малых количествах, который незаметен для человека и медленно его отравляет. Обратимся к науке. Полистирол – полимер нестойкий. Стирол он будет выделять всегда. В одних условиях больше при нагреве, в других меньше. И чем старше полимер, тем больше выделяется из него мономер и сопутствующие вещества. Является ли стяжка барьером, чтобы не пропустить вредные вещества? Нет, не является. Многие твердят, себя успокаивая. Мол, если не впадать в истерику просто от наличия под плотным покрытием якобы вредных материалов, то нужно не пользоваться ламинатом, обоями с красителями, красками для потолка. Да, ну понятно, покрасил стены, ты не сидишь возле них, не вдыхаешь пары, а ждешь, когда она хорошо просохнет. А теплые полы, они работают всегда. Нагревательная жила греющего кабеля может нагреваться до 60-70 градусов. Нагрев самого пола при этом может достигать 35-40 градусов. Ни один производитель вам не порекомендует отопление, в основе которого только теплый пол. Я уже не говорю о теплых полах на основе электроэнергии. Так нам еще усиленно доказывают, что для монтажа водяного теплого пола, который позволит вам избежать проблемы с неправильной температурой, используйте хорошую теплоизоляцию. И самый лучший – это пенополистирол, причем толщиной не меньше 5 см. Продавцы, равно как производители, могут приводить множество весомых аргументов в пользу выбора такого теплоизоляционного материала. И это неудивительно. Главная их задача – продать свой товар. Интернет облегчил доступ к любой информации. Люди могут узнать и прочитать практически все, что угодно. Нередко профессиональные и дилетантские мнения авторов разных статей по одной и той же теме диаметрально противоположны. Особенно напряженные дебаты разворачиваются, когда речь заходит о безопасности и здоровье. Вопрос о том, вреден ли пенополистирол или безопасен, один из таких. Я лично на себе ощутила всю гадость предлагаемой продукции. Пермский профессор еще 9 лет назад предупреждал о побочных свойствах материала. Тогда производители подали на него в суд. 3 процесса выиграл Баталин. Перед 4-м было заключено мировое соглашение. Теперь профессор себя корит за этот компромисс. Надо было идти до конца, и, возможно, многие жизни удалось бы сохранить. Откроем всем известный строительный форум, который явно проталкивает этот вид утеплителей по известным всем причинам. Что спрашивают люди об этом там и что отвечает гуру данного форума? Здравствуйте, уважаемые! Прочитал вышесказанное и по поводу экологичного покрытия понятно, но меня волнует вопрос об экологичности самого водяного теплого пола. Если он при монтаже ложится на пенополистирольные плиты, которые при нагревании усиленно выделяют вредные вещества, думаю, бетонная стяжка в 5 см не преграда для вредных веществ. Развейте сомнения. Хороший вопрос. Действительно, трубы теплого пола укладываем на ЭППС и заливаем бетонной стяжкой. Весь вред от ЭППС переходит через стяжку в воздух в дом. Стяжка пропускает ли все запахи?
Или если трещин нет, то ничего не происходит? Я почему-то думала, что бетонная стяжка не проводит запахи. Вот теперь буду переживать. Ответ представителя данного строительного форума. Читаем внимательно. Никаких поводов переживать совершенно нет. Во-первых, в составе бетона для теплого пола обязательно должен присутствовать пластификатор для предотвращения растрескивания. То есть реклама номер 1. Во-вторых, на ППС укладывается фольгированный пенополиэтилен 4,6 мм. Реклама 2. Швы которого проклеиваются скотчем. В-третьих, бетонная стяжка, не имеющая трещин, если грамотно выполнена на прочном основании, никаких запахов не пропускает. Выполнение этих 3 условий обеспечит долговечность и безопасность вашего дома. То есть представитель указал, как именно не допустить проникновения этих вредных веществ, но не сказал ни слова о том, что вредности там нет. После вопросов про вредность АППСа на форуме плавненько от этого уходит, дабы не спугнуть потенциальных клиентов. А что пишут в других обычных форумах? Давайте посмотрим. Оглянитесь вокруг. Везде формальдегиды, фенолы, стирол, метан с угарным газом в плите. Посмотрите в доме, в машине. Люди таким образом как-то пытаются, видимо, оправдаться своему решению в пользу этого утеплителя. А может и другие причины. Но могу сказать одно. Я всю стройку, начиная от котлована, присутствовала почти каждый день. Я вдыхала и раствором, и строительными материалами, пеной, различными смесями. Но плохо от них мне не становилось. Да, краска дышать тоже вредно, но она высыхает, и мы этого ждем. Только потом заходим. А повторю, теплые полы у многих включены и работают даже летом, круглый год. А есть помещения, где многие вообще без окон проектируют. Маленькие санузлы, например, ванны, где вентиляция оставляет желать лучшего. А что там? Можно только себе представить. Миром правят деньги. И пока на нашем здоровье будут заколачивать миллионы, все тесты будут такими, как надо. Решение было принято окончательно и бесповоротное. Демонтировать теплые полы и убрать полностью из дома данный вид утеплителя.
Какой в результате мы выбрали теплоизоляционный материал и саму заливку стяжки, я покажу вам уже в следующем выпуске. Думая об одном, думая о том, как быстрее заехать, быстрее сделать ремонт и жить в своем просторном доме, мы забываем о самом главном – о нашем здоровье. Я безумно рада нашей старой и доброй помощнице в строительстве, нашей бетономешалке, что она вовремя остановила и не дала залить стяжку на то, что вредило бы нашему организму. Кстати, починили мы ее всего лишь за 500 рублей. Столько стоила деталь, которую мы в ней заменили. Но об этом и многом другом я расскажу вам уже в следующем выпуске. Крепкого здоровья вам! Как всегда с вами Елена Крутец.